Родители Софии всегда считали, что их дочь заслуживает лучшего. Когда она объявила, что выходит замуж за Максима, они ожидали, что его семья будет соответствовать их стандартам. Однако, когда они встретили отца жениха, Виктора, их разочарование стало очевидным. Виктор, уборщик в университете, с гордостью говорил о своей работе, но родители Софии лишь с презрением переглянулись. «Уборщик? Это серьезно?» – произнесла мать Софии с ухмылкой. «Как вы собираетесь обеспечить нашу дочь?» Максим, не понимая, почему его родители так относятся к отцу, старался защитить Виктора. «Он делает важную работу, и я горжусь тем, что он мой отец», — сказал он. Но его слова не произвели впечатления на родителей невесты. София, чувствуя напряжение в воздухе, попыталась сменить тему разговора, но безуспешно. Виктор чувствовал, как его унижают, и задавался вопросом, не мешает ли он счастью сына. Он всегда стремился обеспечить Максиму достойную жизнь и был горд тем, что его сын собирается жениться на такой замечательной девушке, как София. Когда Максим и София назначили дату свадьбы, встреча с родителями невесты оказалась полна грубости и пренебрежения. Виктор, грустя из-за унижения, чувствовал себя неуверенно и не знал, как показать свою любовь значимым образом. В конце концов, он решил сделать уникальный подарок, который тронет сердце Максима и Софии. Свадьба должна была быть интимной, но родители Софии превратили ее в роскошное мероприятие, полное блеска и пафоса. Виктор, прибыв на свадьбу в своем лучшем костюме, чувствовал себя не в своей тарелке, но старался сохранить спокойствие, несмотря на насмешки родителей невесты, которые не упустили возможности высмеять его. Тем не менее, Максим и София поддерживали Виктора, показывая, что они ценят его, несмотря на предвзятое отношение их родителей. В момент, когда все собрались, Виктор вручил Максиму и Софии картину, подписанную Анри де Лакруа. Родители Софии, увидев подпись, мгновенно изменились в лице. Они узнали, что картина стоит целое состояние, и их отношение к Виктору начало меняться. Скоро выяснилось, что Виктор является потомком Анри де Лакруа, и это открытие стало началом нового этапа в их жизни. Максим и Виктор углубились в изучение своей родословной, и это сблизило их еще больше. Родители Софии, осознав, что их предвзятое мнение о Викторе было ошибочным, начали менять свое отношение к нему. Несмотря на неожиданное богатство, Виктор решил сохранить свою работу уборщика, понимая, что это важно для него. Он всегда держался на расстоянии от других, но был вежлив и внимателен. Его внимание было сосредоточено на сыне, невестке и будущих внуках. С течением времени отношения между Виктором и Софией стали почти как у отца и дочери. Семья Виктора значительно расширилась с появлением внуков, которые наполнили его жизнь радостью и волнением. Он с удовольствием рассказывал им истории о своей семье и предке Анри де Лакруа, обучая их смирению, трудолюбию и честности. Виктор понимал, что величие человека измеряется не богатством, а размером сердца и глубиной характера. Он знал, что смирение и честность – это сокровища, которые нельзя купить за деньги. И именно эти ценности он передал своей семье, создавая крепкие узы любви и уважения, которые будут жить в их сердцах навсегда. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.